как можно существенно продлить интенсивное плодоношение огурцов, посаженных ранее весной. Обычно тех, кто занимается в коммерческих целях огурцами в теплицах и высаживает рассаду в теплицу рано, к июлю месяцу проводят замену, полную замену растений. То есть старые растения выносят, выкидывают, потому что со временем огурцы все-таки снижают интенсивность плодоношения. И для людей, кто с этого живет, это не совсем выгодно бороться за поддержание интенсивности плодоношения. И высаживают на их место новые, молодую рассаду, сеют. И в июле как раз таки высаживают, чтобы собирать урожай до холодов, до существенных холодов. Мы этого делать не будем. Мы будем выращивать вот эти наши огурцы, продолжать, ну, сколько позволит время. Я посмотрел на них прежде всего, чем принять решение, стоит ли продолжать их выращивать. Если они здоровые, цвет листа зеленый, они не повреждены различными вредителями, не вижу я здесь болезней на них, каких-то тоже пятен, переноспороза и так далее. Ну, вот это не болезнь, это потертость в ветреную погоду. И к тому же это старые листья. Вот, кстати, старые листья поврежденные можно поудалять. Это тоже относится к такому агроприему. Если будете продлевать плодоношение и выращивание, то удаляем старые листья, омолаживаем растения. Проводим их обрезку, улучшая интенсивность освещения, чтобы внутри между растениями хорошо все освещалось. И улучшаем также вентиляцию, удаление лишней влаги. Верхушечные части мы обрезали. Вот основной стебель, он шел, перекинулся через шпалеру и пошел вниз. Вот приблизительно около метра оставили свисающих и провели обрезку. Здесь, вот смотрите, такой пропущенный, один пропущенный. Вот она верхушка, она истонченная, не хватает питания. Поэтому берем и верхушку перекинутую обрезаем. Что происходит на растении? Друзья, смотрите, уже даже некоторые огурчики, вот такого, когда молодое растение было, такого не было, чтобы не завязывались. У нас завязывались все 100%. Почему же сейчас у нас такое большое количество на стареющем растении не завязанных, не вызревающих зеленцов? Все очень просто. Дело в том, что у огурца достаточно слабая корневая система. Поэтому со временем, развиваясь в не совсем идеальных условиях почвы, в которой мы выращиваем растения, корневая система доходит до определенного распространения, до какого-то диаметра, который она сможет пробить. Но у кого-то плотная почва, у кого-то холодная, у кого-то замокающая, у кого-то не подходящая по своему физико-химическому составу и так далее. В общем, все, дошли и остановились. Вот такой диаметр, допустим, распространения корневой системы огурца. Со временем вот в этом диаметре все выбирается, элементы питания, даже те, которые мы вносим дополнительно, вот стареющая корневая система не всегда способна усвоить. Вот что происходит, вот что. Резко снижается урожайность. Сколько бы ни кормили. Можем кормить, конечно, продолжать, но результат я вам показал. Друзья, что делать, как повлиять? Все очень просто. Нужно помочь прежде всего корневой системе. Для этого используем какой-либо стимулятор корнеобразования. Нам нужно сделать так, чтобы корневая система на старых растениях омолодилась. Чем она может омолодиться? Любым корнеобразующим препаратом. В данном случае я использую Радифарм. Есть укоренители, есть корневины, есть фертируты и множество других проверенных эффективных препаратов. 25 мл на 10 литров воды. Проведем сейчас полив. Давайте, чтобы это не было забиранием большого количества вашего времени, выливаем на 10 литров. Вот так. И я добавлю еще питание. Дополнительно будет идти питание. Это рост-концентрат, органоминеральное удобрение, универсальное. Здесь в одинаковых количествах азот, фосфор, калий. 25 мл на 10 литров воды. Вот этот раствор, он и приведет к существенному улучшению корневой системы на стареющих огурцах. Но, конечно же, чтобы с успехом делать такую процедуру омоложения корневой системы и как следствие интенсификации повторного плодоношения, нужно посмотреть на растения, нужно
понять, что они не больные. Если растения больные, пораженные вредителями, то смысла, в принципе, их омолаживать я не вижу. Больные, пораженные вредителями, легче заменить и начать выращивать по новой, молодые, здоровые. Но уже поздно. В июле месяце сеять на рассаду огурцы для того, чтобы продолжить их выращивание, особенно если не отапливаемая теплица, то достаточно поздно. Вот кто сейчас уже высаживает выращенную рассаду, а рассада огурца в летнее время растет на протяжении 15, 20, 25 максимум дней, это если через стаканы, те возьмут хороший урожай до холодов. А если еще теплица отапливаемая, то вообще прекрасно. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем больших урожаев. Всего доброго.